Всем привет, мои дорогие подписчики! Вы на канале Дубль 2. Меня зовут Галина. И сегодня для своих новых подписчиков я хочу немножечко вкратце сказать, что мы вместе с сыном переехали жить из России в Сербию 10 месяцев назад. Я художник, и на моем канале вы можете смотреть все, что мы проходили при переезде из России в Сербию. Всю информацию я для вас выкладывала, создавала ролики на любую тему, на перевозку вещей, на получение ВНЖ в Сербии, на то, как перевести свое животное, что для этого нужно сделать, на то, как получить здесь медицинскую государственную страховку. Все моменты, которые необходимы для того, чтобы переехать из России в Сербию, на то, как мы покупали квартиру. В общем, много-много всего я рассказываю на своем канале, делюсь своим опытом переезда. Также я художник, поэтому, конечно же, мои ролики содержат видео, где я рисую, рассказываю, как я продаю свои работы. В общем-то, последнее время я вдруг подумала, а почему бы мне помимо всего этого прочего не создавать ролики, где я буду обучать рисовать. Кому интересно, напишите, будет ли вам это интересно. Возможно, я буду обучать рисовать не только взрослых, но в том числе и детей. Если вам это интересно, напишите, пожалуйста, свои комментарии. И что больше интересно, для детей видео обучающие или для взрослых? Сегодня я буду рисовать новую картину. Я беру как для палитры вот такой вот просто пластиковое стекло, которое вставляется в рамочку. Вот. Оно мне не нужно, так как картины не нуждаются в том, чтобы их ставить под стекло. Картина, это не постер. Она должна быть визуально видна, что это мазки, краски, что это краска. В общем, картину никто не закрывает стеклом, поэтому оно мне без надобности, но я его использую как палитру. Подкладываю вот такие листочки А4 белые. Вот это пластиковое стекло. И у меня получается прекрасная палитра. Сейчас я наберу краски необходимые, которыми я буду пользоваться. Вот что у нас сегодня получилось. Это подмалевок картины наши. Мы будем ждать теперь, когда высохнет. Ну, я думаю, до завтра. И завтра ее будем продолжать. Всем доброе утро. Сегодня мы продолжаем рисовать нашу картину. Вчера мы сделали подмалевок, он чуть-чуть подсох. Не могу сказать, чтобы он прям полностью подсох, нет. Но, в принципе, это уже подойдет для того, чтобы наносить второй слой. Сегодня мы уже будем ее рисовать, скажем так. Потому что вчера это были просто нанесение цветовых пятен и размещение, правильное размещение нашей композиции на холсте. Вот. А сегодня мы уже будем рисовать, и последним этапом будет прорисовка деталей.
Ну вот, я закончила еще одну свою работу. Она еще совсем-совсем свеженькая, краска еще вообще не высохла. Но мне ее нужно переставить в рамочку, чтобы освободить этот планшет. Потому что пока у нас идут дожди, я собираюсь еще рисовать. Мне нужно прикрепить сюда новый холстик. У меня два планшета, но один из них маленький, а один вот побольше такой. И мне нужен сейчас именно такой. Мы сейчас выключаем все счетчики, чтобы пойти посмотреть, вообще будет там у нас двигаться наш счетчик или нет. Все в квартире отключили, потому что, как я уже рассказала, у нас очень большие счета приходят за электричество. Как бы такое не может быть, чтобы так сильно наматывал счетчик. Мы столько не пользуемся. И большое спасибо всем тем, кто неравнодушен. И у меня на канале написали советы, что они платят на самом деле меньше. Потребление должно быть меньше. И дали нам понять, что у нас какая-то ошибка. Вот мы сейчас пытаемся выяснить, что же у нас происходит с счетчиком. Почему неправильно он показывает слишком много. Ну, светодиодики вот эти наверху, два маленьких, они не моргают. И цифра тоже не меняется. Прошло, наверное, минут 10, как мы отключили все, обесточили квартиру. Цифра не меняется, светодиоды не моргают. Это означает, что пользования дополнительного нет электричества. Значит, теперь осталось выяснить, правильно ли он мотает вообще, в принципе, этот счетчик считает. Для этого мы попробуем включить какой-нибудь, не знаю, фен, например, посмотреть его потребление и посчитать, и посмотреть, где есть цифры. В общем, таким образом. А так получается, что при выключенном, обесточенном электричестве в квартире счетчик ничего не мотает. У меня на террасе, вот здесь вот в уголочке, стоят вот такие пластиковые формочки. После мяса, когда я покупаю, я их мою и оставляю. Потому что в них я проращиваю семена, отсаживаю такие вот маленькие растения. И дня 3-4 назад я увидела, что вот так они стояли, что там сидит сверчок. Ну, сидит и сидит. Подумала, ну и ладно, запрыгнул, потом выскочит обратно. А он сидит, 3 дня сидит, 4-й день сидит. И потом только я заметила, что у него нет, оказывается, одной лапки задней. Вот самые крупные, которые. Их 2 больших и там мелкие еще. И вот задней одной большой лапки у него нет. Ну, конечно же, мне стало его жалко. Ведь он сидит уже несколько дней без воды, без еды. И прекрасное изобретение чата Gemini, GPT, стала задавать вопрос, как ему помочь. В общем, в подробностях получила всю информацию. Вот так у меня теперь появился новый житель в квартире, сверчок. Оказывается, у сверчков, если он молодой, лапки еще могут отрасти повторно. Но если он уже не молодой, то этого уже не произойдет. В общем, пока он будет жить у меня, я его подкармливаю, подпаиваю водичкой. Вот сделала все, как чат посоветовал. Устроила ему жилье. Надеюсь, что он молоденький, лапа у него отрастет. Ну, если нет, то, в принципе, они тоже могут жить с одной лапкой. Но, конечно, им это очень некомфортно.
Такой домик мы ему соорудили. Сверху здесь вырезано и натянута марлечка, чтобы к нему воздух поступал. Вот он. Вот эти бумажки все нужны для того, чтобы ему было где прятаться. Вот это вот такие тоненькие очистки, не очистки, вернее, а мякоть картошки тоненькие. Он пьет из них воду. Можно положить яблочко, либо морковку, тоненькие такие пластики, пласты пластики. Вот, и он будет из них пить. Но каждый день их надо менять. Вот. Ватный диск тоже я ему кладу, чтобы он пил. Он смоченный водой. Все, в общем, он там где-то сидит. Вот он выползает. Ну иди кушай. Иди подкрепись. Говорят, ночью они должны бодрствовать. Он, скорее всего, сейчас захочет поесть. В общем, сейчас он выйдет кушать. В общем, мне нужно было поменять у него ватный диск с водой. И он испугался, прыгнул, упал на спинку и решил притвориться неживым. В общем, он еще и хитренький. Ну вот, не знаю, видно или нет, вот он уже кушает. Вроде бы видно. Это маленький кусочек такой, как это, слайс баклажана. Баклажаны сегодня купила, буду запекать. Вот он как трескает с удовольствием. Вообще, конечно, сверчков я очень люблю, а тараканов терпеть не могу. Ненавижу просто до дрожи. Очень их боюсь. И прям вот реально прям у меня аж мурашки по телу, когда я вижу тараканов. Сверчки очень сильно похожи на тараканов, но я почему-то их не боюсь. У меня нет такого омерзения к ним, как к тараканам. Хотя они вот, ну, вылитый таракан просто. Вот он сейчас сидит, кушает. Таракан себе и все. Он как наяривает за обе щеки. О, видал меня. Ешь, ешь давай, ладно. Что, к вечеру заинтересовался вообще, задвигался, подсматривает. Из-за бумажки выглядывает. Интерес к жизни возвращается. Поел, попил. Че застыл-то? Заинтересовался, что вокруг происходит. Спрятался. Я уже показывала свою вот такую шикарную пеларгонию, которую я купила на рынке. Она просто настолько необыкновенная. У нее соцветие, как у розы. И еще одну я недавно купила. Вот такую у нее попроще соцветие, но цвет очень-очень приятный, сиреневый. В общем, вот эту красотку я решила размножить. Взяла у нее много отросточков, наверное, штук 6. И отсадила. Я надеюсь, что они все укоренятся, и у меня будет много такой пеларгонии. Вот все эти отросточки. Я подсмотрела на ютубе один способ укоренения легкий, без различных там корневинов и так далее, который можно дома сделать, приготовить. И пытаюсь
посмотреть, что у меня получится. В общем, с вами потом поделюсь, что у меня получилось или нет. В общем, вот эти уже у меня были посажены, и я их этим раствором просто поливаю периодически. А вот эту тую я прям в этот раствор поставила. И должно постоять оно, наверное, 2-3 дня. И обещают, что после этого прям сразу пробьются корешки. Буквально через там 2-3 дня. Посмотрим. Я поставила ее вчера, пока прошел 1 день. В общем, через 3 дня посмотрю и поделюсь с вами, что у меня получилось. Теперь к раствору. Раствор вот такой. Что-то тут, в общем, пенится. В общем, это дрожжи. Дрожжи в теплую воду на пол-литра, либо на литр. У меня тут 0,8, по-моему, баночка. Вот. 1 чайную ложку дрожжей и 1 чайную ложку сахара. Перемешать, и чтобы этот раствор постоял где-нибудь часик хотя бы. И потом можно прям в него ставить отростки, черенки. Можно поливать. В общем, не знаю. Потом поделюсь результатом, что у меня получилось. Мы зашли в Lidl. Вот цены на корм котам и собакам. Сначала пройдемся по котам. Вот 100-граммовые. Кстати, многие пачки 100-граммовые. Вот, например, 100 грамм, 4 пачечки. Вот такие стоят 219 динар. У меня кот такую еду ест. На всю эту еду бывают скидки еще. Мы частенько берем по скидкам. Вот 54 динара 1 пачка стоит. Тоже 100-граммовая. Тоже у меня кот, вот это кашида называется, ест такую. Но это дороговато, 54. Мы обычно берем по 42-43 динара. Вот так вот она по скидке стоит. Есть вот такие вот банки. У меня кот только когда прям сильно голодный съедает. Вот, а так особо не ест. Разный выбор. В общем, стоят они 100-110 динар. А в баночке 415 грамм. Вот такая вот 69 динар. Это что-то прям каши, да? Тоже 85 грамм. Это просто что-то такое повкуснее и подороже. Мы такое не брали ни разу. Есть Феликс. 18 пачек. 85 грамм, граммовых. 900 динар. Вот такая вот упаковка. Вискас. 12 пачек. Здесь 18 было в Феликсе. Здесь 12 пачек. 700 динар. 85 грамм тоже пачечка одна. Гурме. 12 пачек. 85 грамм. 900. Ну, это дорогая еда, мы такой не берем. Сухой корм есть. 800 грамм, 369 динар. 399 динар. 2 килограмма. И что-то этого прям совсем дешевый. Мы ни разу не брали. Вообще у меня кот не ест сухой корм, поэтому сухой корм недорого совсем, но мы не брали ни разу, просто потому что он не ест его. Мы берем вот такую кашиду. Вот такая кашида. 12 пачек, 100 граммовые, они не 85, а 100 грамм. И стоит она почти 500 динар, 499. Что еще? Вот такую я брала ему тоже кашиду в баночке по 100 динар. Тоже он ее кушал, но так, с неохотой. Вот что-то еще есть. 159 динар, 150 грамм. Но это дорого. Это похоже какое-то типа лакомство. Да, палочки. 350. Ну, это все лакомство, в общем. Вот такой есть подешевле. 80 грамм, 50 динар. Но мы берем, вот как я уже сказала, кашиду. Она частенько в Лидле бывает по 42-43 динара, кажется. Где-то так. Либо вот такой большой пачкой кашида. 500 динар, 12 штук. Вот считайте. Так, собаки. Просто сниму для моих подписчиков, для зрителей. У нас собаки нет.
3 килограмма 460 динар. 1,5 килограмма 360 динар. В банках 269 динар. Килограмм 250 грамм. Вот тоже мокси, как и для котов, они и для собак делают. Килограмм 230 грамм, 229 динар. Педигри. Угу. 49 маленькие пачечки, вот такие для собак. Кстати, цена такая же, как и для котов. В общем, примерно цены те же самые. Да, вот и мокси есть. И маленькие, большие баночки тоже 109 динар. Да, одинаково, что для котов, что для собак стоит. Такие колбасы. 1 килограмм 194 динара. Вот. Мы взяли вот такую пачку кашиду. Здесь разные вкусы. 12 штук. 100-граммовые они. 500 динар. Все, пойдем. Никит, пойдем? А еще мы попали на акцию на выпечку. К вечеру частенько в Лидле бывают на выпечку, на пекару скидки 25%. У нас вечерний променад сегодня. В крепость решили зайти. Мы вышли в магазин Мире сходить. За землю хотели купить. Но ее не было. Она там достаточно дешевая. 20 литров стоит 220 динар. И поэтому ее очень-очень быстро разбирают всегда. Вот, то есть ее надо поймать, пока еще не разобрали ее. Ну, в общем, мы не поймали. И рядышком мы проходили крепость. Только не центральный ее вход, а с другой стороны. Хотим зайти немножко погулять перед сном. И хочу набрать еще хвои для своей чернички. Жалко, что сейчас не день. Я вот смотрю, такая красота. Здесь вот все заросло. Вот этот вот ров. Его сейчас будет не видно, конечно же. Да, к сожалению, не видно его. Это ров вокруг крепости. И он сейчас зарос чем-то цветущим. Вот и маки здесь. И вот там что-то такое беленькое цветет красиво. В общем, было бы днем красиво поснимать. Здесь маков прям много. Здорово. Вот весь обрыв в маках. И что-то там цветет белое еще. Красиво, да, Никит? Сегодня на улице вечером прям теплее даже, чем днем. Ну, может быть, температура такая же, но просто стих ветер, который был днем. И сейчас прям хорошо гулять. Красота. Так, где мы в прошлый раз собирали хвою? Сейчас пойдем искать. Где-то играет музыка. Что-то там есть интересное. Идем на звуки. Ой, летом здесь будет вообще много чего интересного. Я обязательно для вас поснимаю. Небо такое интересное. Не знаю, вам будет видно или нет. Звезды, луна молодая, месяц молодой. И звездочки, и тучи такие синие. Красиво. Я вот не знаю, у вас так или нет, хочу поинтересоваться у своих зрителей. Вот я, когда попадаю в темноту, например, у меня какая-то дезориентация сразу начинается. То есть я
ставлю ноги, короче, я не чувствую, где пол. То есть теряюсь, то спотыкаюсь, то мне кажется, что вот пол должен быть, а его нет. То есть у меня начинается дезориентация какая-то. Не знаю, у всех людей так или нет. Какая-то птичка свистит. Слышно вам? Идем на музыку. Что-то здесь такое красивое. С подсветкой. Ух ты. А ведь это какой-то концерт. Вот уже началось. То, что летом здесь будет практически каждый день и в нескольких точках одновременно. Да, это какой-то концерт. Вот я не знаю, вам вряд ли видно, но вот людей много стоит внизу в темноте. Ладно, мы пойдем все равно по очень важному делу. Сначала хвою соберем, а потом вернемся еще сюда. Вот насчет хвои-то не тут-то было. Нету ее. Мы были зимой, когда я набирала в прошлый раз. Она здесь лежала. А сейчас навели порядочек, красоту и всю хвою опавшую. Все убрали. В общем, пока я не понимаю, что здесь происходит, но очень интересно. Association of Behavioral and Cognitive Therapists, dear colleagues, friends and partners. Welcome to the grand opening of the Congress Building New Ways of Thinking, a milestone of 30 years. Tonight, we are not just opening a Congress. Tonight, we are opening a story that has been unfolding for 30 years. A story about people who believed that knowledge could change practice, that practice could change lives, and that changes within individuals could transform society. Born European standards, shaping numerous generations of therapists. But what makes SRABCT truly special is not just its institutional framework. It is the community of people who grew alongside it. Colleagues who learn from one another, supervisors who pass down both knowledge and responsibility together. Regardless of the various social and political circumstances throughout all these years, SRABCT has continuously received the support of the city of Niš, which has recognized the importance of investigating Картины продают health, professional education, and на территории крепости. Мне, конечно, не надо. Я по ценам хотела посмотреть. Не видно цены, но заходить не буду. Очень люблю вечерний Ниш. В центре красиво.
Здесь это место всегда подсвечивается, мост. И людей немного. Я не люблю много людей. Летом здесь будет очень много людей. Здесь всегда гуляют прям до позднего вечера, там до ночи, можно сказать. Всегда очень-очень много людей в летний период. Сейчас пока очень мало людей. Всем до свидания, до новых встреч и спокойной ночи.